Привет, 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 песеры, с вами Морш. Бессонная ночка у меня выдалась. Хотелось бы сказать, что сейчас все мышцы так приятно болят, спина поцарапана, но нет. Я сидел, долбался в eFootball, поцарапан у меня больше всего мозг. Разберем плюсы-минусы, как обычно, с желчью, с сарказмом. Начнем прям сразу. Короче, всего на данный момент с ботом существует у нас две сложности игры. Это обычный игрок и суперзвезда. За всю ночь мне не нашло ни одного онлайн-соперника. Это, конечно, тоже круто, сервера, мое почтение, так сказать. Также длительность матча у нас выставляется только 5 минут. И, в принципе, ребят понять можно. Всего-то 2,5 года у них было на разработку. Если бы у них было 7 лет на разработку, то, возможно, длина матча была бы 7 минут и добавили бы еще одну сложность игры с ботом. Но мы понимаем, игры дорожают, коронавирус. Вообще, это сложно, это сложно. Вот. Отдельно хочу выделить работу дизайнеров. Целых 2 варианта сумок придумали для футболистов. То есть у нас есть сумки с 2 молниями, есть вот маленькие сумочки. Здорово, здорово, хорошо, что не одна, 2 больше, чем одна, это классно. Ладно. Сами понимаете, это сарказм, это немножечко желчи. Хороший набор форм у Баварии 4, у Барселоны 3. Смотрится все красиво, хорошие выходы футболистов. Это добавляет атмосферы, это добавляет футбольного духа. Мне это понравилось в игре. Но мы будем, конечно же, больше говорить про геймплей и, собственно, и фишки, и не фишки того, что у нас есть. Да, на данный момент, кстати, в игре существует всего лишь 2 режима. Либо вот онлайновый Dream Team, бывший My Club, нафига меняли название, не совсем понятно. И, собственно, вот игра с ботом 5 минут, команда, которая типа реально существует. Что мне понравилось? Перед матчем вы сами можете двигать футболистов, выставлять их на те позиции, на которые вы хотите, менять им позиции, менять тактики, менять расстановки. Само собой, такое можно делать и в перерыве, и по ходу матча. И это действительно здорово. То есть по ходу матча ты можешь подстраиваться под соперника, либо заставлять соперника подстраиваться под тебя. Это классно. Причем, как я понимаю, если футболист стоит не на своей позиции, он именно что теряет в статах. Ну, по крайней мере, это четко показано, что у него там идут минус статы. И это здорово, это мы давно ждали. Как вы понимаете, кроссплатформенность, до сих пор некоторые люди не понимают смысла этого слова. Кроссплатформенность подразумевает то, что у нас у всех будут равные возможности, что у игрока на компьютере, что у игрока на приставке, что у игрока на мобилке. То есть, если мы играем друг с другом, у нас должны быть абсолютно равные возможности в игре. По-другому никак, по-другому это не делается. Да, не на поле у нас уже как бы неравные возможности, у нас оставили составы, пока консольщикам их посносили. Тут и есть проблема, но на поле боя, так сказать, мы должны быть в абсолютно равных условиях. И поэтому я так парюсь по поводу, собственно, удобности управления на смартфоне. Честно, я играл с джойстиком, и я не сильно большой профессионал, честно, игры в PS на ПК. Я в него очень мало играл, мягко говоря. Но я привыкший к джойстику человек, и все равно иногда я там ошибался с какими-то кнопками, иногда не успевал вовремя нажать то, что нужно нажать, и как это реализовать на смартфоне, собственно, на экране, то есть без мобильного джойстика, я, если честно, не совсем понимаю. Здорово сделаны вот эти вот представления футболистов, но посмотрите на их волосы. У меня стоит максимальная графика 60 FPS, то есть запись я делаю на максимум. И я смотрю, это вот, мне кажется, что это немножечко мыло. Это, по крайней мере, не 22 год, грубо говоря. Вот графика уровня, 20-го года, наверное, может быть, 19-го даже. Я недавно только закончил играть в Red Dead Redemption, и мне кажется, там модельки людей смотрятся поинтереснее, по крайней мере, вот такой вот фигни с волосами нет. При этом, опять же, выделяю плюсы. Футболисты на приближении, на повторах смотрятся именно что сочно. Сочно, классно. Я не знаю, с чем это связано. Я думаю, это каким-то образом подправят патчами, и глазу будет более-менее приятней. Хотя... И так, блевотного ничего не вызывает, приступов эпилепсии не вызывает, вполне себе нормально. Что по самому геймплею? Он стал гораздо медленнее. И на это есть, конечно же, причина, вы знаете, я об этом говорил, я показывал скрины. У нас футболисты все хорошо так даунгрейднулись, то есть статы порезали всем порядочно. Таким образом, по сути, Konami нас призывает играть в более медленный, в более вдумчивый футбол. Как по мне, это достаточно хорошо. Я вот сейчас, вы знаете, я комментирую там финалы турниров по PES Mobile, какие-то матчи. Иногда это просто превращается в бей, беги и какой-то хаос на поле. Когда все футболисты жестко переапаны, мне кажется, очень сильно начинает влиять какой-то случай, рандом, полсекундная ошибка и так далее. Здесь все гораздо более вдумчиво. Мне кажется, таким образом
игроки смогут разыгрывать более какие-то интересные комбинации, то есть делать какие-то паузы, лучше использовать финты. Вот порой вот такие вот моменты, которые вы сейчас увидите. Почему Зюли не пошел на этот мяч, почему у меня не переключился игрок, я не знаю. Вот. Тут Нойер у меня, собственно, спас, но Дембеле вбил мяч в мои ворота. Кстати, да, сейчас можете на повторе посмотреть. Вот на повторе футболисты хорошо смотрятся. Я не знаю почему. Вот на повторах прям хорошо. Мне нравится. Вот. Если бы они так смотрелись и издалека на поле, было бы, конечно же, здорово. Так вот, более медленный футбол позволит как-то тактически интереснее действовать, больше использовать финты, опять же, главное, что было бы удобно и эффективно их использовать. Мне кажется, это пойдет на пользу геймплею. Я, в принципе, кто смотрит меня давно, не раз и не два, говорил, что вот с этими переапанными карточками у нас идет дикий дисбаланс. Чтобы вы понимали, кстати, да, я выпускал видео на эту тему, еще когда у нас только eFootball появился осенью. Я сравнивал игрока на полной прокачке в eFootball и делал такие же статы игроку в 21 части. На Холланде я пример приводил. Так вот, Холланд 99 из 22 части. Если такие же статы прописать игроку в 21 части, то это будет игрок с рейтингом 87. Что вы понимали? То есть минус 11 или минус 12, ну что-то в этом роде там было. То есть, по сути, 99-й игрок в 22-й части это 88-й, 87-й игрок, собственно, в части 21-й. Поэтому скорости ощущаются явно не те. А при том, что здесь у нас там 84-е, вот, ну, собственно, в матче, который вы смотрите, там, может быть, 87-й, 88-й. То есть, по факту, здесь у меня и по ощущениям, в принципе, то же самое. Бегают ребята, которые в 21-й части 75, 76, ну, вот такие вот. И, собственно, поэтому и матч так ощущается. Я считаю, что это в принципе хорошо. Я за уменьшение скоростей. Само собой, поначалу будет очень непривычно. Мне первый матч 3 было дико непривычно. Я просто сидел такой, блин, ну там открывайся, беги, почему ты такой медленный, почему ты такой бескорпусный и так далее. Но со временем ты к этому привыкаешь и даже начинаешь получать какое-то садистское удовольствие от этого всего. Вот. Что еще стоит выделить? Мне понравилась инерция у футболистов, то есть чувствуется, что у футболиста есть вес, причем чувствуется, чем больше он, тем больше инерция, он медленнее останавливается, это явный шаг к реализму, но все равно движок еще допиливать и допиливать. Говном я эту игру закидывать не буду, пока что на самом деле реально, ребята, мое мнение, закидывать нечего. Для нас, для мобильных геймеров, это шанс увидеть то, чем скоро станет PES Mobile. Вот. И само собой, к выходу PES Mobile, я уверен, что уже и будут там патчи первого дня, так называемые, второго дня, ну и так далее. И это все будет приводиться еще в божеский вид. Пока говном закидывать нечего, потому что перед нами, по сути, скелет. Скелет без мышц, без зубов, без связок. Просто скелет. Скелет, на котором можно вырастить хорошее тело. Эх, в 2017 году у нас то же самое было, когда вышла первая PES Mobile. Был скелет, причем скелет Титана. В общем, вы сами знаете, что с этим скелетом Титана случилось. Теперь дело за Konami. Как они все эти мышцы будут нарастать? Полноценная ли эта игра на данный момент? Я считаю, что абсолютно нет. Это вот неплохо бы смотрелось, как демо-версия. Так, чтобы игроки чисто попробовали механики, что называется. И если бы она вышла где-то месяца за 2 до осени, до официальной даты релиза. Вот тогда это смотрелось бы неплохо, у меня вообще никаких вопросов не было. Я бы сказал, хорошая демка, ждем, что будет добавляться. И, конечно же, надеемся. Когда это выходит сейчас, через полгода после официального релиза игры, да, ну, вы знаете всю эту историю осенью, я считаю, что этого слишком мало, чтобы называть вот это, в принципе, игрой. Всего 2 режима, и, по сути, больше ни хрена. Достаточно мыльцовая графика, проблемные отображения с волосами, ну и еще не самые лучшие сервера на данный момент, потому что к онлайну я так не смог подключиться. Поэтому давайте, чтобы я сильно не ругался, рассматривать это чисто в качестве демки. Вот представляем, что сейчас у нас где-то конец августа, вот, и Konami выпускает вот такую демку и говорит, что осенью у нас будет хорошая игра eFootball 2022. И мы такие, да, демка неплоха. Интересно будет в это поиграть, будем ждать основную часть. Поэтому и здесь стоит ждать основную часть, стоит ждать основное наполнение контента. Нужно посмотреть, какие у нас будут соревнования, как будет все-таки выстроена экономика. Цены я вам показал в прошлом видео, они просто конские. Нужно будет понимать, насколько сложно будет ловить легенды икон. Кстати, да, мне обратили внимание, что все-таки открывал я икони карточки, а не легендарные, потому что там сияние за спиной. У меня тоже были мысли по этому сиянию, но у меня в первую очередь были мысли, какого хрена иконики не приписаны
приписанных к клубу. Оказывается, у нас теперь иконики могут быть не приписаны к клубу, а может быть, Konami что-то напороли опять. Тут я на самом деле не скажу, вот, как это все будет работать. Поэтому ждем, в принципе, в первую очередь, обновления 22-й части на ПК и консолях. Смотрим, какие будут ивенты, какие будут соревнования, как это все будет дело играться, насколько будут хорошие награды, насколько будет реально без доната, в принципе, нормально чувствовать себя в этой игре. И потом делаем выводы. На данный момент реально в руках демка, не более того. Демка, которую, не знаю, если вы кто-то помните, что раньше выходили игровые журналы, и там с журналом шел диск, и там на нем было 3-4 демо-версии игры. Вот такая вот демка с такого диска, где можно прощупать основной геймплей, но где нет вообще ничего более развернутого, ничего за пределами поля. Кстати, пока новостей нет, и мне вот интересно, я видел скриншот, что типа в 22-й части на кромке поля, там где стулья для замены, должны сидеть игроки. Только что вы видели замену, что-то никто там не сидит. При этом у меня максимальные настройки, максимальная графика, все дела. Не знаю, с чем это связано, возможно, скриншот был немножечко леваковый. Так что, в целом, продолжаем играть в 21-ю часть PES Mobile, конечно же. Продолжаем фармить все, что только можно. Это дико обесценится в 22-й части. Вот, поэтому я вам советую, просто советую открывать паки сейчас, ловить легенд, ловить просто черные мячи, чтобы нормально себя чухать в 22-й части. Мне кажется, это вот прям самый нужный на данный момент совет. И, конечно, ждем новостей по большой версии, по ПК-консольной. Само собой, когда они будут выходить, я буду посты делать и в Телеграме, и буду делать видео, если будет что-то достаточно серьезное. Так что буду держать вас в курсе. Поэтому пока что играем, демку нам показали, на этом скелете можно вырастить хорошее, крепкое тело. Надеюсь, Konami с этим справится. Они там вроде сотрудников новых нанимали и, в общем-то, расширяли штат. Заставочки. Классно, респект, сам геймплей, в принципе, достаточно хорош, мне понравился, к нему нужно привыкнуть, но, в принципе, мне понравился, так что ждем, надеемся и верим. Впрочем, как всегда. Надеюсь, вам было интересно меня слушать, с вами был Морж, до новых встреч, пока-пока.